вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео подготовила для вас несколько вкусных и простых идей для завтрака. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, і обов'язково нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити випуск нових відео. А також нагадую, що у мене є другий канал, де усі мої відео виходять українською, тому якщо ви з України, то обов'язково переходьте та підписуйтесь. А також підписуйтесь на мій інстаграм, бо там виходить навіть більше смачних та корисних рецептів, і там все тільки українською. Итак, для первого рецепта возьмем 130 грамм натурального йогурта, либо же греческого, йогурта без добавок. Добавляем одно яйцо, немножко ванилина для аромата. Также добавляем сюда 1 столовую ложку эритрита, либо же любого другого подсластителя. Перемешиваем, добавляем 1 чайную ложку мака, я его заранее залила кипятком на полчаса. Далее добавляю 70 грамм муки, у меня из твердых сортов пшеницы, а также пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем, вот такое тесто у нас получилось, из него делаем панкейки самым простым способом. Я разогрела сковородку и слегка смазала ее маслом. У меня специальная сковородка для панкейков, можно, конечно же, использовать обычную. Готовлю на среднем огне под закрытой крышкой. Всего количества теста мне хватило на 8 таких оладушек. Подаем их вместе со сметаной, либо же с йогуртом, ягодами, фруктами и так далее, на ваш вкус. Получаются очень нежные и вкусные оладушки. Хватает их как раз на 1 порцию. Далее будем готовить очень простой, быстрый завтрак. Для него я беру пучок шпината и отправляю его сразу в чашу измельчителя. Добавляю 2 куриных яйца и перемешиваю их вместе. Можно также добавить немного соли. Если будут небольшие кусочки шпината, ничего страшного. Разогреваю сковородку, добавляю немного масла и обжариваю как обычный омлет. Либо же можно разделить массу на 2 части и приготовить тонкие блинчики. В качестве начинки буду использовать помидор и сыр бри. Они отлично сочетаются вместе. Сыр я нарезаю тонкими ломтиками, сыра взяла 30 грамм и примерно столько же грамм тонко нарезанного помидора. Выкладываю на омлет, пока он еще теплый, чтобы сыр совсем слегка подтаял. Добавляю соль и итальянские травы. Получается очень вкусно и быстро. Ну а следующий вариант завтрака у нас будет довольно сытный, при этом включать в себя большое количество клетчатки. Я взяла 1 средний помидор, нарезаю его кубиками, также понадобится 1 огурец, который также нарезаем кубиками, и листья салата просто мелко нарезаем. Я выкладываю их на тарелку отдельно, хотя можно сразу все перемешать, но мне больше нравится такой вариант подачи. Также добавляю 100 грамм заранее сваренного нута и 30 грамм сыра фета. Для заправки беру 1 чайную ложку кунжутной пасты, 1 столовую ложку лимонного сока и 1 чайную ложку оливкового масла. Очень вкусный вариант заправки, я уже, наверное, показывала его в последних видео, мне он очень нравится, поэтому часто его готовлю. Добавляем немного соли и перца и поливаем заправкой. Также сверху добавила немножко семечек тыквы. Такой завтрак получается очень сытный, сбалансированный и полезный. Напоминаю, что вы можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. Есть разные варианты меню по длительности, калорийности, а также есть простые варианты для тех, кому некогда готовить, и наоборот меню с большим количеством вкусных простых рецептов. В общем, кому интересно, оставляю ссылочку в описании под видео. Для следующего рецепта беру 180 грамм творога из брикета 5% жирности и добавляю 3 куриных яйца. Я это все сразу смешиваю в чаше комбайна. Добавляю пол чайной ложки соли и перемешиваю. Далее добавляю 90 грамм цельнозерновой муки, либо же любой другой на ваш вкус, также 80 грамм отрубей из пшеницы, а другие отруби не подойдут, так как будут слишком жесткие, а также пол чайной ложки разрыхлителя. Продолжаю перемешивать в комбайне, пока тесто у нас не сваляется в один ком.
Вот такой густоты оно получается. Добавляю еще немного семечек льна, примерно 1 чайную ложку, и перемешиваю. Тесто по консистенции похоже на тесто для сырников, только чуть более плотное. Разделяю его на 3 одинаковые части, формирую вот такие булочки и выкладываю их на пергамент. Сверху делаю небольшие надрезы, тем временем духовка уже разогрета до 180 градусов, ставлю их выпекаться минут на 20, после чего духовку выключаю и оставляю их доходить еще на полчаса. Отлично подойдут в качестве основы для бутербродов. И сейчас покажу простой вариант намазки для них. Одно вареное яйцо, снимаю с него скорлупу и нарезаю мелко шпинат. Яйцо разминаю вилочкой, добавляю немного соли, затем добавляю шпинат и 1 чайную ложку сметаны. Хорошенько перемешиваю, чтобы масса получилась вязкой и ее удобно было намазывать на булочку. Булочки получаются довольно сытные, поэтому одной на порцию будет достаточно. Я просто разрезаю ее пополам и смазываю оба кусочка. Ну и, конечно же, они подойдут не только для завтрака, а и для перекуса, либо же дополнения к обеду. В качестве намазки для них вы можете использовать любые продукты на ваш вкус. Это может быть авокадо, сливочный сыр и так далее. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Ну а для завтрака я еще дополню это свежими овощами и добавлю немного ягод. Для следующего рецепта возьму 180 грамм 5% творога из брикетов, добавляю 1 яйцо и 1 столовую ложку эритрита, либо же можно заменить на любой другой подсластитель. Перемешиваю и далее добавляю 70 грамм муки из твердых сортов пшеницы. Также добавила пол чайной ложки разрыхлителя и перемешиваю. Получилось вот такое плотное тесто, его разделяю на 3 части, на глаз, можно взвесить. Из каждой из них делаю шарик, но не обязательно, чтобы он был идеальной формы, так как дальше мы будем его приплющивать, чтобы он получился как тонкий широкий сырник. Далее возьму стаканчик и делаю небольшое углубление. Если тесто немножко потрескалось по краям, просто руками его подравниваем. Сверху добавляю по 1 чайной ложке сметаны и выкладываю ягоды. У меня это замороженная вишня. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на полчаса. Как только они подрумянятся, значит уже готово. Получаются очень вкусные ватрушки и, как на мой взгляд, они очень похожи на собачек. Отлично подойдут в качестве вкусного завтрака, либо же перекуса. Ну и, конечно же, с начинкой можно поэкспериментировать и добавить любые другие фрукты. На сегодня это все. Надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим роликом, а также подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля. Увидимся с вами в следующих роликах.